Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии. Не забывайте заглядывать в плейлисты. Узорчиков очень много. Для вашего удобства они собраны в виде небольших коллекций под названием плейлистов. Я сегодня к вам вот с такими вот интересными ниточками, с ними мы уже работали, и с новым узорчиком. Вы, в свою очередь, берете свою пряжу, какая у вас есть, узорчики универсальные, вяжите из любой пряжи. Я рассказываю о ниточках, с которыми сегодня работаю. Итак, новички, смотрите, кто еще не работал. Называются они Alize, Angora, Gold. Идем дальше. Здесь получается в моточке в 100 граммах 550 метров по составу. Так, сразу же, пока не забыла, номер 267. На камеру передается цвет, как он есть на самом деле. По составу 80% акрил, 20% шерсть. И нам советует производитель, берите крючок от двоечки до четверочки, чтобы у вас все-все получилось. Я данную пряжу вязала крючком номер 3. Вот. И я, получается, буду этим крючком и продолжать вязать. Вы, в свою очередь, точно так же берете, читаете аннотацию, инструкцию к своей пряже, подбираете крючок под вашу плотность вязания, естественно, под эффект, который вы хотите сделать. Если хотите более рыхлое вязание, крючок берите потолще. Если более плотное вязание, крючок потоньше. Ну что, свяжем? Итак, раппорт нашего узорчика равняется 5 петелькам. Мы сами наберем, получается, 8 раппортов и дополнительно наберем петельки, чтобы красиво закончился узорчик. Итого мы с вами наберем 42 воздушные петельки. Договорились? Итак, для начала петелька фиксации. Все как всегда, мы ее делаем, и при наборе петелек мы ее не считаем. Итак, 42 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42. Вот наш будущий образец. Теперь настоятельно рекомендую новичкам, но также опытным мастерицам, для того, чтобы мы не запутались в воздушных петельках, давайте сделаем вспомогательный ряд. Да? Это 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Считаем от крючка пятую петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, в пятую петельку ныряем. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. В следующую петельку опять нырнули. Вытянули ниточку, провязываем 2 петельки, 2. Это столбики с накидом называются. Итак, нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, 2 петельки. Точно так же ныряете в каждую петельку цепочки, да, или как назовем, косички, и провязываете столбиками с накидом. Кому удобнее, провязывайте столбиками без накида, полустолбиками с накидом. Мне просто удобнее будет вам показывать, когда будут столбики с накидом. И смотрите, если вы набрали точно так же, как и я, 44 воздушные петельки, естественно, должно получиться 44 столбика с накидом. Если вы набрали больше или меньше, то у вас количество столбиков должно равняться количеству петель. Понятно, да? Итак, смотрите, не забывайте, вот эти 3 петельки подъема, самые первые, которые мы провязывали, это тоже столбик с накидом, имитация столбика. То есть я сейчас провязала, считаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 столбиков с накидом. Понятно? Все. Я провязываю до конца ряда, считаю 44 свои столбика. Так, здесь я вас встречаю. Договорились? Несложно. Давайте. Не забудьте, что первый ряд всегда вяжется медленнее, чем все остальные. Неважно, опытная вы мастерица, либо вы только новичок, поэтому новички, не тушуйтесь. Аккуратненько, тихонечко, медитативно доходите до конца ряда. Здесь я вас встречаю. Давайте, у вас получится. Итак, смотрите, вот такая вот аккуратная дорожка получилась. Далее приступаем непосредственно к самому узорчику. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И теперь мы будем прыгать по нашим верхушкам столбикам. Да? Это будет намного удобнее, чем по воздушным петелькам. Итак, смотрите. Первый столбик вот этот вот мы пропускаем. И в следующий столбик мы ныряем и провязываем столбик с накидом. Вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Накид. Сюда же опять ныряем в этот же столбик и провязываем второй столбик с накидом. Есть. Далее воздушная петелька. Шагаем в следующий столбик, в верхушку ныряем и провязываем опять 1 столбик с накидом и сюда же 2 столбика с накидом. У нас с вами получился, ну вот, что-то вот наподобие такой картины. 2 столбика, воздушная петелька, 2 столбика. Далее что мы делаем? Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3.
В 4 ныряем и провязываем опять. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом, воздушная петелька. И в следующий столбик нырнули и провязали. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Понятно? То есть вот у нас получается что-то наподобие веерочка, да? Веерочек, пропустили 3 столбика. Веерочек, опять пропустили 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4 делаем столбик с накидом 1. И сюда же столбик с накидом 2. Опять воздушная петелька. И в следующий столбик столбик с накидом 1. Столбик с накидом 2. Все, несложно, понятно? Вот у вас будет весь ряд вот представлен такой картиной. Давайте до конца ряда, несложно. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте. Итак, смотрите, вот мы провязали до конца наш ряд. Вот такие вот интересные веерочки получаются у нас. Дальше что мы делаем? 3 петельки подъема. 1, 2, 3, поворот. И теперь смотрите, будем работать вот с этими нашими веерочками, да, 4 столбика. Вот они, 1, 2, 3, 4. Что мы делаем? Накид. Первый столбик наш пропускаем, во второй столбик, смотрите, как мы провязываем, рельефным лицевым столбиком с накидом. Смотрите, сзади наперед захватили столбик, столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. То есть это столбик с накидом, и он провязывается как рельефный, и получается в данном случае лицевой. Так? В предыдущих видео я показывала лицевые рельефные столбики и изнаночные. Далее идем накид. Вот наша арочка, где была воздушная петелька, да, между двумя столбиками. Ныряем в эту арочку и провязываем столбик с накидом 1. Опять воздушная петелька, опять нырнули в эту же арочку, провязываем столбик с накидом 2. То есть такая вот рогаточка получается. Понятно? И вот наш опять получается веерочек, да. Первый мы пропустили, второй провязали, третий провязываем опять рельефным лицевым столбиком с накидом. Вот, ныряем, получается, захватываем столбик таким образом, что столбик у нас перед крючком. Вытянули опять ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Вот. У нас получится тот же самый веерочек, так, но он немножечко объемный, рельефный. Когда мы провяжем побольше, вы увидите эту рельефность. Идем далее. Сразу же пропускаем последний столбик, так, и первый столбик у следующего веерочка пропускаем, сразу же переключаемся на второй, провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Понятно? Сразу же с рельефного на рельефный. Далее опять идет арочка у нас из воздушной петельки. Провязываем в арочку обычный столбик с накидом, воздушная петелька, и сюда же опять столбик с накидом. Формируем рогатку. И третий столбик вот этого веерочка провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. Пропускаем 4 столбик, и у следующего веерочка пропускаем первый столбик и сразу же провязываем во второй столбик рельефный лицевой столбик с накидом. В арочку провязываем рогатку, столбик с накидом, воздушная петелька, и сюда же столбик с накидом. Третий веерочек провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. 4 пропускаем, и у следующего веерочка первый пропускаем. Поняли, да? Вот. То есть ваша задача вот таким вот образом вы провязываете второй столбик, так, рельефным лицевым, и третий столбик рельефным лицевым столбиком с накидом. А в арочку вы делаете вот такую вот рогаточку из обычного столбика, воздушной петельки и обычного столбика. Когда будет провязан чуть побольше узорчик, вы увидите, как будет красиво. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, вот, смотрите, получается вот такая первоначальная красота. Вот такой интересный. И после последнего нашего рельефного столбика, да, вот в 3 петельки подъема провязали обычный столбик с накидом. Так закончили ряд. Опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И мы будем опять работать с этими же веерочками. Мы, смотрите, опять пропускаем первый веерочек, первый столбик, мы его не провязываем. А второй столбик будем провязывать рельефным лицевым, опять же. Вот таким образом захватили столбик и провязали 2 петельки, 2 петельки. Далее нырнули в арочку, провязываем столбик с накидом 1, воздушная петелька, и опять в арочку точно так же столбик с накидом 2. И получается от нашего веерочка, вот этот третий столбик, мы его опять провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. Есть. И сразу же перескакиваем к следующему веерочку опять, да, получается последний у первого веерочка пропускаем столбик, и первый у второго веерочка пропускаем столбик. И сразу же начинаем со второго столбика. Опять рельефный лицевой. То есть вы повторяете предыдущий ряд. Поняли, да?
В арочку нырнули обычный столбик с накидом, воздушная петелька, и сюда же обычный столбик с накидом. И следующий столбик, да, третий, получается, провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. Четвертый пропускаем, первый пропускаем, со второго опять рельефный столбик с накидом, лицевой, поняли, да? В арочку нырнули обычный столбик с накидом, воздушная петелька, опять в арочку обычный столбик с накидом, далее рельефный лицевой столбик с накидом и так далее. То есть вы повторяете полностью предыдущий ряд. И за счет рельефности, видите, узорчик начинает так вот появляться объемчик. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот такая вот получается красота. И мы опять заканчиваем наш ряд столбиком обычным с накидом с предыдущего ряда 3 петельки подъема. Поняли, да? Опять 3 петельки подъема. Раз, два, три, поворот. И теперь уже вы знаете, да? То есть у нас повторяется каждый ряд. Понятно? То есть теперь у нас будет все время повторение. То есть мы работаем со вторым столбиком, провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. Мы работаем с арочкой. В арочку, получается, провязываем рогатку. Столбик с накидом, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом. И работаем с третьим столбиком веерочка, да, опять рельефный лицевой столбик с накидом. Все, каждый ряд теперь вы будете повторять до нужного вам, получается, размера, либо уже изделия, либо вашего образца. Понятно? Вообще не сложно, узорчик получается очень классный, объемненький, рельефненький, необычный. Угу. Видите? Давайте мы провяжем, получается, с вами несколько рядочков еще дополнительно, да, чтобы увидеть прелесть данного узорчика. И встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Все, жду вас через несколько рядочков. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Смотрите, как он интересно смотрится. Объемчик, рельеф. Одинаково смотрится с двух сторон. То есть он такой вот универсальный. Вы можете и одну сторону, да, использовать, и вторую сторону. Кофточки или кардиганчики, снудики, шапочки, пледики, коврики. Супер-супер универсальный узорчик в зависимости от пряжи, да. То есть это будет, если хлопочек, это будет маечка, топичек на лето. Если это будет полиэфирный шнур, то это будет классный, рельефный, вот такой вот объемный, получается, коврик. Угу. Обязательно пишите в комментариях, куда можно использовать данный узорчик. Кто вязал таким узорчиком, обязательно скажите, где вы его использовали. Давайте замерим. Если набирали 42 воздушные петельки, это же пряжа, этот же крючок, например, да, допустим, это же плотность вязания, то это получается 17 сантиметров. А тут получается, ну, как бы легко считать по веерочкам, да. Раз, обратная сторона, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Гляньте, как быстро вяжется. И очень-очень, еще раз повторю, легко. 12 сантиметров вместе с наборным рядом. Класс. Он, естественно, будет тянуться. Воздушная шпетелька присутствует. Из-за этого, видите, как здорово тянется. Вы можете вязать одной ниточкой. Вы можете пустить по рядам разные ниточки, да. То есть у вас может быть такой вот интересный переход. Либо это может быть секционного окрашивания ниточка. Обязательно пробуйте, экспериментируйте. Угу. И у вас все получится. Я надеюсь, видео вам понравилось. Несложный, да, данный узорчик. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много нового интересного. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда появятся новинки на канале. И под видео справа внизу стрелочка «Поделиться с друзьями, с подружками». Делитесь. Заранее спасибо вам большое. И спасибо, что смотрели видео до конца. Всем ровных петелек. Увидимся в новых видео. Пока-пока.